Всем привет! Сегодня я вам снова покажу очень интересную стрижку. Опять же, комбинация техник, стрижка в стрижке. Здесь я буду использовать несколько стрижек в одной, и вы сейчас в этом убедитесь. Все как всегда, вот такая у нас база, мы с вами покрасили. Это разделение на блоки. Чем я крашу? Goldwell – это премиальная краска. Соответственно, добавляю кератин от Launa Lab. Ссылки, если хотите, я вам оставлю в описании. Значит, приступаем мы к стрижке с затылочной зоны. Так как вы видели, мы разделили с вами на блоки. У нас с вами теменная зона, височные зоны, затылочная. Затылочную зону я делю еще раз. Как вы здесь определяете, на какой линии нам с вами начать? Вот если вы посмотрите на строение, на форму головы моей модели, то вы поймете, что нам здесь обязательно нужен удлиненный затылок, и нужно создать как бы такой, как я называю, лебединую шейку, то есть такой плавный изгиб. Мы с вами не открываем. Вот я, видите, показываю вам, что где-то вот здесь мы будем делать талию, да, то есть нам нужен здесь плавный переход. И вот таким вот образом, приподнимая нижнюю часть. Как мы с вами ее здесь приподнимаем? Значит, мы с вами вот этот вот нижний блок, который я отделила, приблизительно вы должны понять, где у вас будет линия среза находиться. И поднимаете на этот уровень. Но это где-то будет приблизительно посередине вот этого блока. И вы начинаете срезать. То есть у вас получается нижняя подтягивается и верхняя на 45 градусов по центру. Вы как бы, у вас центр это 90 градусов натяжения. И вы стрижете совершенно ровную прямую линию. Вот видите, я вот вам показываю. Она совершенно ровная, совершенно прямая. Когда вы ее причешете, вот если расчесочкой вы приложите, вот видите, я вам показываю, она совершенно прямая. То есть у меня получается снизу я поднимаю 45, сверху я поднимаю 45, середина у меня 90. И когда вы опускаете, вот здесь будет плавная шейка, такая плавный переход. Самая короткая часть у вас получается где-то на уровне мочки. Это самая короткая часть на шее. А для того, чтобы создать более элегантную, более такую линию изящную. Но не забывайте, не укорачивайте вот со стороны ушка. Низ окантовочку вы делаете после того, выравниваете этот нижний срез после того, когда вы сделаете свой первый срез, где будет обозначаться изгиб линии шеи. Все, дальше переходим. Следующая стрижка у нас с вами будет боб. Отделяете следующий блок, отделяете следующую прядь. И как у боб, мы с вами начинаем работать по центру. Первая контрольная прядь у нас делится четко посередине. Пробор у нас с вами вертикальный. Вот я вам отделяю, смотрите. Натягиваем 90 у нас натяжение к голове, и срез у нас 45. Вот я вам пальчики поставила. Смотрите, срез 45. Вот, показала. Дальше все остальные линии подтягиваем к вашей контрольной пряди, продолжаем стричь. И вот у нас получается, видите, как бы рыбий хвостик. Такая линия треугольника. Всю зону до ушка мы с вами подтягиваем к нашему центральному пробору, к нашей центральной контрольной пряди. С противоположной стороны также мы с вами все повторяем. Подтягиваем все пряди к центру. Вот показываю вам контрольную и введу контрольной пряди срез. Подтягиваем все волосики к центру. Это у нас с вами опять же проверка. Вот здесь вот хорошо видно. Находите свою линию, соответственно, она у вас будет, эта линия, также под 45 градусов, видите, натяжение. И проверяете также пальчиками из одной и той же зоны, слева-справа вытягиваете. Вот я вам показываю, где 90, где 45. Будьте внимательны, не уезжайте, контролируйте свои линии. И вот сейчас, видите, уже хорошо видно, где у меня получилась изящная шейка. Видите, как хорошо видно? Прям красивый, плавный такой вот переход.
Дальше простригаем следующий блок. Не блок, а зону, да, то есть мы с вами пока работаем с одной зоной, с затылочной, переходим просто к следующему делению и продолжаем нашу стрижку. Не забывайте, что у нас на затылке с вами боб, поэтому мы стрижем боб. У нас идет с вами удлинение к кушкам. Почему я выбрала на затылке именно эту линию, да, то есть линию боб, как мы стрижем? Потому что нам надо сделать с вами объемный затылок. У девушки форма черепа, то есть форма головы такая, что у нас нет ни линии шеи, нет ни затылка. Поэтому нам надо создать с вами самостоятельно элегантный образ. Как вы помните, боб у нас с вами дает самый большой объем на затылке. Опять же, все подтягиваем к центральной контрольной пряди. Стрижку продолжаем. Проверка. Здесь повторяться не буду. Помните, как мы делаем проверку. Нижняя линия у вас 90, верхняя 45. Вот еще раз я вам показываю. Видите, нижняя 90, верхняя 45. Только в этом случае вы тогда увидите свою линию, которую вы срезали. Все подравниваете. Но я на самом деле здесь не только подравниваю. Я здесь также, как вы видите, использую метод поинтинг. Я филирую методом поинтинг. То есть делаю сразу зубчики и подрезаю. То есть сразу облегчаю эту зону. Видите, как красиво получается. Уже даже без укладки, в мокром виде. Они прям шикарно ложатся. Показываю вам, что длина разная. То есть у нас ближе к ушкам удлиняется. Вот таким вот образом, да, как я ставлю расческу, так идет у нас с вами удлинение треугольником. Вот. Показываю аккуратненькая какая линия. Видите, с объемным затылком. Переходим с вами выше. Продолжаем стрижку боб. Видите, я ввожу эту линию, которую я отделила следующую зону для стрижки. Опять же ввожу в затылочную зону. Продолжаю боб. Не ленитесь, это стрижки достаточно точные, тяжелые стрижки для, скажем так, для новичков. Поэтому, пожалуйста, делите маленькие проборчики, проверяйте себя постоянно. Я тоже не ленюсь, видите, я всегда проверяю. Здесь же вот показываю вам снова, что линия прямая у меня продолжается и выше. Ну, переходим уже к макушке. Здесь у нас с вами перешла уже другая техника. Здесь я стригу равномерную стрижку. То есть уже у меня с вами идет вторая стрижка. То есть, как я вам говорила, стрижка в стрижке. Здесь использую технику равномерную. Что такое равномерное, если вы помните? Это натяжение 90, срез 90. То есть мы с вами повторяем форму головы. Здесь я показываю, как это выглядит 90 на 90. Потом, естественно, волосики все подтягиваете к центру после того, как закончите. Для этого проверяете свой макушечный блок, что у вас все ровненько и идеально подстрижено. Я очень люблю соединять формы между собой, и стрижки всегда получаются более интересные, креативные. Никогда стрижки не повторяются. Нет у там одной, второй, третьей, десятой одних и тех же стрижек. У каждой девушки своя стрижка, и вы также подбираете. Ну вот пока я вам набалтываю, переходим уже к височной зоне. И здесь будьте внимательны. Вы смотрите, пожалуйста, как я буду простригать ее, потому что здесь более сложная линия, и вы поймете сейчас почему. Вот смотрите внимательно, как я натягиваю эту линию, как я ее беру. Ну, во-первых, я показываю вам, что у нас здесь был боб. Помните, у нас за ушком линия длинная. И эту линию длинную мы должны с вами соединить к лицу.
И у меня здесь не должно открыться ушко. Ушко у меня здесь закрыто. Вот смотрите, как я поставила пальчики. Что дает мне это натяжение? Вот она, контрольная прядка. Я вам показываю, что контрольная прядка у меня взята из-за ушка. То есть у меня с затылочной зоны контрольная прядь, к которой я веду. То есть мы с вами должны создать линию, которая будет идти удлинение к затылку. То есть у нас у лица будет коротко, на затылке будет длинней. Это нам даст возможность создать объем на затылке. Когда вы простригли эту первую зону, вы можете ввести уже в линию у лица вот эту нижнюю часть. Это как бы мы с вами подравниваем, подчищаем окантовку. Смотрите дальше. Опять же, берем, делим с вами. Я взяла часть уже простриженной линии, выворачиваю пальчики, видите как, и простригаю снова. То есть у меня идет натяжение к лицу. За счет того, что я держу вот таким вот образом пальчики, у меня линия у лица получается более короткая. То есть получается, как бы если бы вы натягивали под 45 градусов вперед. Но вы натягиваете, как при стрижке сессен, кстати, да? Но здесь у меня не стрижка сессен, у меня короткая стрижка, поэтому до сессена у нас с вами не доходит, а линию мне надо сделать короткую. Вот посмотрите, как идеально получается, если вы правильно стрижете. Видите, на затылке более длинная, у лица более короткая. Вот посмотрите, насколько. И здесь уже на всякий случай проверяете вот эту зону перехода височка и затылка. Вот вам сейчас я покажу. Посмотрите, как аккуратненько срезалось. У лица короткие волосы. Ну, соответственно, все зеркально. Переходим с вами уже на левую сторону. Также пальчики ставите. Видите, такой же захват. Не забывайте создавать угол среза как бы 45 градусов. Натяжение у меня идет 90, то есть перпендикулярно голове. Срез идет 45 градусов. Мы укорачиваем к лицу. Посмотрите, как я держу. Будьте внимательны. Конечно же, я провожу обучение. Вы приходите. Я вам поставлю ручку, чтобы вы лучше понимали. Мы теорию с вами будем проходить онлайн, провожу онлайн. Ну, а, конечно же, показываю, как работать, стрижки, краски. Это все лично вживую, так что никто не будет обделен. Вот видите, здесь получается достаточно красивая, сразу рваная такая линия, легкая. У лица короче, на затылке длинней. И я буду делать девушке челку. Она будет слегонца асимметричной. Поэтому немножко уже, когда мы с вами переходим от виска выше, у нас с вами идет уже легкое удлинение к лицу. То есть не делаем совсем прям коротко, как на правой стороне. То есть это ближе, уже выше виска. Вот сейчас вот вы обратите внимание, там я стригла до вот этой зоны. У меня было четко, идет под 45, укорачиваем к лицу. А здесь уже я буду зону челки подтягивать дальше. Вот посмотрите. Видите, зону челки я уже подтягиваю. Видите, натягиваю к себе чуть-чуть. То есть она у меня будет длинней. Вот такая легкая линия у нас получается, красивая. Сейчас мы уже переходим с вами на топ-зону. Что я здесь делаю? Я ищу, сначала вы смотрите, где распадаются волосы у вашей клиентки, то есть как она носит свою челку. У нас с вами контрольная прядь, это длина на макушке. Видите, вот я вам показываю. Это наша контрольная длина. От нее, вот я вам нарисовала схему, натяжение 90, срез у нас идет под 45 градусов, укорачиваем к лицу. Можно сделать еще более резкий срез, но тогда челки совсем не будет. Вы смотрите по форме лица вашей клиентки, идет ей или не идет. Я оставляю небольшую, легенькую. И у нас она будет чуть-чуть асимметричной. Поэтому вы там нашли зону, где у вас будет самая короткая часть челки. Это ваша контрольная линия. И к ней вы уже все подтягиваете. Лево-право подтягивайте к вашей контрольной линии, которую вы задали. Наклон, естественно, укорачиваем к лицу. Затылок у нас самая длинная часть.
Спасибо вам большое, кстати, что вы мне все время пишете, задаете вопросы. Мне очень приятно. Диалог это здорово. Я всегда готова вам ответить. Вы пишите, подписывайтесь на меня. Не думайте, не задумывайтесь, если я вам сразу не ответила. Конечно же, не обижайтесь, потому что я иногда еще работаю. Так что спрашивайте, не стесняйтесь. Буду вас всегда рада видеть, слышать. Звоните, пишите. Значит, по поводу красок. На красках я работаю на всех. Ну, может быть, на каких-то не работаю, но это вообще не суть. То есть у меня есть разные красители, и премиум, и не премиум, среднего, там, недорогого класса. Но колористика – это такая наука, которая не требует обязательно знания одного от красителя. Колористика – это общее познание всех красок. Так что вы не переживайте, вы научитесь работать со всеми красками, которые вообще у нас есть. Вам нужно, главное, понять эту науку, и все остальное будет уже просто для вас расплюнуть. Поэтому приходите, я буду вас рада видеть. Всему научу, что знаю. Челку, как вы видите, я стригу с легкой асимметрией. Мы с вами уже говорили по поводу того, что я проборчик, где я проборчик отделила. Отделила я проборчик именно на той зоне, где будет самая короткая часть. И вот я под нее и подвожу свою легкую асимметрию челки. Я, кстати, по поводу Laon Lab кератина, я добавляю его везде. На самом деле очень хорошая вещь. Не мешает осветлению, не мешает процессу окрашивания. Я добавляю и в порошки, и в краски. Неплохая вещь. Кстати, в описании я вам там написала код, по которому вы можете получить скидку. Так что заказывайте, не стесняйтесь. Дорабатываете вы стрижку, как вы видите, вот именно таким образом. Все линии у вас должны сойтись. Вы обязательно все сводите. То есть вы, когда простригли уже теменную височную зону, вот видите, я поднимаю. Если у вас тут остался маленький уголочек, он обязательно должен остаться, потому что мы стригли с вами блоками. Эти уголочки вы смягчаете. Смягчаем, видите, каким образом? Это, естественно, методом понтинг. Вот у нас уже такая стрижка симпатичная получилась. Видите, я ушки не открывала, но мне это не помешало создать короткую зону у лица. То есть вот эта техника, она очень интересная. Быстренько, живенько укладывайте свою модель для того, чтобы дальше ее уже профилировать. То есть дальше мы дорабатываем стрижку на сухую. Метод Point Cut. Видите, я филировку использую именно этот метод. Мне очень нравится. Он облегчает. Значит, незаметненько как бы срезает волосы. Мы не укорачиваем длину, но облегчаем линию среза. Мы как бы ее размываем. Что дает дополнительную пушистость, объем. Но не забывайте, мы используем всякие методы филировки только если это нужно на стрижке. У нас есть и текстура волоса, и структура волоса, такие, которые не любят филировку. Вы обязательно это как бы должны понимать, прочувствовать. Так что филируем, но все в меру. Не надо делать лысую. Нужно делать просто объемную, пушистую, мягкую стрижку. Очень красиво все тогда будет у вас ложиться само, без применения укладочных средств. Просто само будет красивенько при сушке укладываться. Вот здесь вот вы, когда у лица чуть-чуть поработали, сдуйте, иначе клиент у вас будет очень сильно чесаться, ему будет некомфортно, поэтому сдуйте феном с лица, для того, чтобы все-таки девушка ваша сидела и не двигалась, и не мешала вам работать дальше. Вот. Вы можете использовать расческу для того, чтобы опять же облегчить. Вот здесь вот затылок уже используйте расческу обязательно. Point Cut на расческу, не на пальчиках. Потому что здесь неудобно выкручивать ручку. Волосы достаточно короткие там у вас, поэтому используйте метод Point Cut на расческе.
облегчаете затылок для того, чтобы еще более мягкая, более элегантная и красивая у вас линия изгиба получилась. Если вы видите, что у вас получилось красиво ложиться и вам не требуется, вы можете не филировать затылок. Просто еще плюс узнайте у вашей клиентки. Некоторые потом в носке, им тяжело получается, ну как бы некомфортно. Поэтому вы, конечно же, поговорив с клиентом, уже для себя определите, нужно ли вам облегчать сильно, либо не нужно. Здесь очень хорошо видно, что у нас с вами удлинение на ушках. Что я вот это такое делаю? Ну, конечно же, у нас с вами прикорневая филировка идет. Это очень сложная техника, потому что хочется закрыть ножницы. Здесь мы как бы скользим по волосочкам, вы делаете филировку прикорневую, но не забывайте, закрывать ножницы нельзя, их нужно чуть-чуть презакрывать. Только тогда в этом случае мы сделаем плавный, мягенький такой вот срез треугольничком изнутри, потому что у нас более короткие волосы выталкивают более длинные. Поэтому вот эта техника в прикорневой зоне дает дополнительный объем. Потом вы, естественно, все сдули с волос, разложили, как девушка будет у вас ходить красивенько, она все это видит, потому что укладочные средства не требуются. Еще раз приглашаю вас, подписывайтесь на меня, я вас всех жду, всем спасибо и хорошего дня, пока-пока.